Ну что, начинаем сегодняшний день с аналитики. Вчера у нас было заседание ФРС, которое сильно повлияло на существующую мировую финансовую систему. Если посмотреть на тепловую карту акций, то весь мир практически у нас находится в красном формате. Основные индексы вчера показали минусовое движение. Это 3, 4, 5%. Что-то больше, что-то меньше. В моменте мы наблюдали с вами вертолеты на рынках. Всему этому было явление, которое называется заседание ФРС. В 9 часов вечера нам объявили о повышении ключевой процентной ставки на 0,75 пунктов. Итого сейчас она составляет 4%. Но в 21:30 выступал Джереми Пауэлл, который был главным инсайдером вчерашнего вечера. Кстати, давайте коснемся этой темы. Джереми Пауэлл, вот как он выглядит, возглавляет Федеральную резервную систему с 2018 года. И что же на повестке дня он нам вчера озвучил? Подбираю основные тезисы, которые считаю являются значимыми. Да-да, ребята, они являются значимыми, потому что мы с вами торгуем на финансовом рынке, неважно на каком. Криптовалюта не стоит в стороне от любой другой финансовой системы. Все в мире взаимосвязано, поэтому эта риторика, она имеет очень важное для всех значение. Что же вчера нам сказал Пауэлл? В общем-то, основная риторика осталась прежняя. Америка борется активно с инфляцией и не будет стоять ни перед чем для того, чтобы снизить этот процент. Война, естественно, которая сегодня есть на рынке активов, она продолжается. Никто не понимает, куда понесет этот рынок в ближайшее время, поэтому нам остается только делать выжимку какую-то из риторики главного финансового регулятора для того, чтобы попытаться понять, что нас ждет в ближайшем будущем. В общем-то, экономика США по-прежнему замедляется. Они хотят, чтобы инфляция оставалась в рамках прогнозных своих 2%. Когда это будет, естественно, неизвестно. Макроданные – это тот ориентир, на который будет ориентироваться Федеральная резервная система в дальнейших своих определениях размера процентной ставки. Если инфляция будет не такой, как нужно, то они могут прибегать к более высоким размерам повышения ставок. Вот что вчера сказал Пауэлл. Возможно, замедление повышения ставок уже будет этой зимой, но опять-таки они будут опираться только на макроданные. Основной вот тезис, который сделал пощечину рынку, это рановато думать про определенную паузу повышения ставок. Соответственно, в моменте мы с вами видели вот этот вертолет, который происходил на графиках, да, то есть ничего, собственно говоря, удивительного мы не увидели. Рынок закинули сначала вверх, потом вниз. Ну, а дальше мы начали рисовать ночное боковое движение по биткоину. Ну и, соответственно, получили некий памп альтов, что является тоже иррациональным и, на мой взгляд, непонятным. Но что есть, то есть. Поэтому, дамы и господа, стопы – это наша защита, наша комфортная зона, которая может нас спасти с вами от любой неприятности. Что еще сказал важного Пауэлл, так это то, что надо снижать количество денег у населения. То есть, да, не противоречит повышение зарплат рынку, но надо сделать так, чтобы потребление у населения падало. Потребление именно. Высокое потребление вызывает высокую инфляцию. То есть количество денег в экономике становится больше, соответственно, инфляция не снижается. Поэтому в том числе они будут уделять очень большое внимание количеству денежной массы на рынке. Ну и немаловажное значение имеет рынок труда. То есть чем больше рабочих мест, тем больше зарплата. Чем больше зарплата, тем больше человек потребляет. Вот такая, господа, взаимосвязь существует на финансовых рынках. Я более чем уверен, что многие из вас об этом могли и не задумываться никогда до того момента, как вы не подключились на мой канал. Моя задача просветлять вас в этой зоне на познании, ну и развиваться и идти дальше. В общем-то, растущий доллар – это проблема для других стран, это проблема и для самой Америки, ну и в принципе глобальная экономика вся взаимосвязана, и ничего тут
просто так не происходит. Итак, дамы и господа, перед глазами индекс доллара США. Понятно, в моменте я уже давно комментирую эту всю ситуацию. У нас есть сформированный паттерн, который я люблю очень всем показывать. Это волна Вульфа. Мы получили рост индекса доллара с 2005 года. Вот он у нас движется уже 17 лет в такой восходящем тренде, да, и пока на данный момент времени нас остановила отметка 115 пунктов, да. Появились первые разворотные свечи, это недельные таймфреймы, но обратите внимание, эта неделя может быть опять с поглощением предыдущей, а это будет признак того, что индекс доллара по-прежнему готов расти. Растет индекс доллара, снижаются остальные индексы, вы уже понимаете эту взаимосвязь, снижаться будут и криптовалюты. Поэтому закрытие этой недельной свечи, да, она пока идет в рамках инсайд бара, то есть предыдущая свеча у нас идет материнская, если говорить про движение рынка по price action, да, но если мы перекроем этот фитиль 112.58, то, дамы и господа, я боюсь, что следующая отметка будет у нас 114 пунктов, ну и так далее, и тому подобное, да. Но пока мы идем в среднесрочном тренде, это идет нисходящий канал, но нам ничего с вами не помешает пробить его и пойти дальше. То есть сейчас рынок находится в такой фазе, когда все осмысливают, что же сказал вчера Пауэлл, все осмысливают те решения, которые приняты, и, соответственно, пока пытаются осознать, куда этот рынок может в ближайшее время пойти. Но опять-таки в свете той риторики ястребиной, которая нам была озвучена вчера, я полагаю, что индекс доллара может продолжить восходящее движение. В этом смысле экономический календарь, господа, на сегодня очень насыщен. Обращаю ваше внимание уже который раз, что за этими данными надо следить. Сегодня выходит очень много новостей под 2-3 звездочками. Очень важно в 12:30 композитный индекс PMI, который выходит в Великобритании. Но я хотел обратить ваше внимание, что нас с вами сегодня ждет выступление главы Банка Англии. Так, где-то я сегодня видел эту речь. Ну, Бундесбанк, кстати, выступает сегодня. Председатель ЕЦБ выступает. Может быть, у меня перепуталось. Но, в общем-то, все эти новости, обратите внимание, 2-3 звездочки. Композитный индекс, значит, речи председателей центральных европейских банков. И дальше начинается опять-таки решение по процентной ставке Англия объявляет. Выступление Банка Англии в 15:30, да, я был прав. Ну и далее начинается отчетность по Америке. То есть сегодня рынок продолжит лихорадку, ничего не поменяется. Поэтому в этом смысле после новостей и после заявлений Федеральной резервной системы дальше начинает штормить все рынки по очереди. То есть каждая страна начинает подтягивать свое экономическое состояние, положение дел, опираясь на американский рынок. Соответственно, опять-таки, сегодня искать какие-то глобальные позиции, ну, лично я, наверное, воздержусь, потому что я понимаю, что любая новость, она как спичка, брошенная в бензин. Поэтому я думаю, что рынок должно отштормить, и далее он придет в некую фазу понимания всего того, что происходит, и мы будем наблюдать и планировать в связи с этим наши дальнейшие сделки и движения. На данный момент времени индекс доллара пришел к зоне сопротивления, от которой мы получили в прошлый раз импульс. Но опять-таки, ввиду всего того, что происходит на рынках и новостного фона, я полагаю, что мы можем легко прийти и дальше начать некое боковое движение или так называемую проторговку где-то в этой зоне с вероятным выходом наверх. Наблюдаю, смотрю пристально, внимательно и понимаю, что риски на сегодняшний день очень высоки. Что в данный момент там рисуют фьючерсы на индексы? Мы фактически топчемся в нулевой зоне, 0,08%, 0,1%, то есть это ни о чем. Да? Любая новость, и мы просто улетаем с вами в какое-то там невероятное движение. Да? Выбираем эту стрелочку, она пока не актуальна. Мы идем в расширяющемся клине, нарисовали ABCDE. Вроде бы как мы имеем место
потолкаться в этой зоне и получить восходящее движение. Но опять-таки, да, рынок может сейчас быть иррационален. Он может пойти против общих настроений. Все же привыкли к так называемому новогоднему ралли. Уже ноябрь месяц. Все попытаются получить какую-то прибыль взять с этого рынка. То есть до предыдущих хаев, в принципе, нам сделать 11%, ну, для промышленных индексов это, конечно, много. Но так как они сейчас могут летать по 2-3% в день, все относительно, господа. Поэтому, опять-таки, смотрим, наблюдаем. Ввиду сегодняшнего такого дня я предпочту наблюдение. Что говорит нам с вами доминация биткоина? Ну, во-первых, она снизилась, да. Мы шли в клине, мы пробили его. Сейчас, как я вот уже и рисовал, у нас идет боковое движение по доминации самого биткоина. То есть деньги из доминации биткоина выходят либо в стейблкоины. Ну, другого объяснения, что сейчас именно вкладывают в альту. Ну да, сегодня мы видели памп неких монет. Какая-то, конечно, часть доминации туда пошла. Но это, ребята, это памповые истории, которые сегодня выросли, завтра упали. Поэтому в этом смысле в альткоинах я бы пока не засиживался. Посмотрим, что на данный момент у нас происходит с USDT доминацией. То есть доминация битка вчера тоже на новостях, ой, не битка, простите, USDT получила вчера импульс. Я в телеграм-канале публиковал этот фитиль, который пошел на новостях. Вот, собственно говоря, да, лихорадка началась на всем этом движении. Вот в 9 вечера, вот мы видим, с 9 до фактически 12 часов ночи была страшнейшая лихорадка. Сейчас мы пришли опять в некое равновесное состояние, которое было до этого пампа. Поэтому доминация. За доминацией я тоже слежу внимательно. То есть она у нас идет внизу границ восходящего клина, который является медвежьей фигурой, да. Как бы намекая на то, что если мы прорвемся вверх, то деньги должны хлынуть в какие-то инструменты. Может быть, так и будет. Но опять-таки будем посмотреть, загадывать не будем. То есть мы плясали в этих зонах уже неоднократно, получили потом последующий рост, да, поэтому сказать, что мы сейчас однозначно здесь будем пробивать, но я пока тенденции к этому, честно говоря, не вижу. Что рисует нам биткоин? На коротких таймфреймах его посмотрим. Ну, например, там часовик. Да, вырисовывалась фигура, которая называется треугольник. Я считаю, что она пока, естественно, у нас не сформирована, поэтому однозначно сказать, что это треугольник или у нас идет восходящий параллельный канал, невозможно. Да? То есть я пока не вижу еще ну вот что-то такое там, да. Давайте удалим треугольник, уже все видели, а вот восходящий параллельный канал нет. Ну, вот какая-то такая структура, да, идет. И да, безусловно, очень важно понимать, что здесь произошло некое накопление вот в этой вот всей формации. Поэтому, чтобы это накопление снять, они могут сходить, вот, например, в зоне ликвидности там 19 тысяч, 19 200, и отсюда, например, оттолкнуться, да. Ну, либо это будет более глубокая коррекция. То есть я понимаю четко одно, что зона поддержки у нас сейчас находится в районе 20 тысяч долларов. 20 тысяч, 19 700 у нас и дневные уровни об этом говорят, что у нас это очень сильный зеркальный уровень будет поддержкой, потому что мы долго не могли пробить. Сейчас, естественно, она может удерживать, ну вот, что тут говорить, вот эта зона, которая пока держит цену. Но если она не удержит, естественно, мы пойдем закрывать этот имбаланс, который здесь есть, и набивать объемы вот в зоне от 19 200 опять до фактически 20 тысяч. Как оно будет складываться, будем смотреть. Мы видим вчера, какие были залитые объемы. Вот видите, свечи, конечно, они были очень мощные. То есть это именно как раз таки на выступлении Пауэлла. То есть кто-то сливал, кто-то покупал. То есть было какое-то движение по рынку. Я всегда новости рекомендую не торговать для сохранения ваших нервов прежде всего.
Потому что я понимаю, что здесь заработать невозможно, получить лося это в 3 секунды. Поэтому я всем вам всегда рекомендую, господа, на новостном фоне, тем более таком, мы не лезем, потому что мы никогда не знаем с вами результат. Собственно говоря, ну биток рассмотрел, то есть идет пока боковое движение, пока рынок определяется, как и весь остальной. Соответственно, есть уровни поддержки 20 тысяч 19, ну пусть 20 тысяч 19 700, не удерживаем, идем в зону 19 200, 19 300. Ну а дальше, если там уже какой-то рассматривать флеш-крэш, то по-прежнему я не забываю думать и о том, что у нас есть с вами годовые минимумы 17 500 долларов, которая является зоной интереса для того, чтобы снять ликвидность именно там. Поэтому вот эта зона, она является, конечно, интересной для... Понятно, что мы получили выход из структуры накопления, которая была вот глобально здесь. Получили пока. Но если они будут восстанавливать нисходящее движение, восстановится полноценный нисходящий тренд, и мы с вами можем увидеть обновление лоев. Как будет, будем смотреть, гадать не будем. Получился такой вот веселый или грустный человечек, да, потому что все устали уже от постоянного снижения, я в том числе. Рассмотрим некоторые альткоины. Эфир, в принципе, давайте эфир глянем, потому что это вторая топ-монета, которая идет и по доминации. Ну, собственно говоря, здесь то же самое, да, то есть у меня разметка идет давно по нему. Да, мы вышли из нисходящего клина, сейчас идет некая боковая проторговка, поэтому опять-таки эфир будет идти вслед за главным инструментом. Куда он будет идти, мы будем смотреть. Пока выглядит он достаточно лонгово. Будет ли он тестировать опять эту границу в зону 1400 где-то? Ну, будем смотреть, буду принимать решения какие-то по ходу пьесы. Эфир держу, как бы тоже в долгосроковом, в инвесте, поэтому я его понимаю. Вот у меня есть глобальная разметка, то есть я жду его и в зоне и 2000 долларов, и 2800, поэтому как бы по эфиру картина сложилась такая. Посмотрим, что XRP нам показывает. XRP в принципе идет в рамках, сейчас посмотрим, ну, выпал, да, из восходящего клина, да, он не показал такую большую реализацию. Фактически мы пришли к некой зоне поддержки, где сейчас танцуем, рисуем. Поэтому, безусловно, кто сидит в шорте, тот должен ставить стоп в зону без убытка. Выбило вас, не выбило, уже, ну, тут уже у каждого своя картина складывается. Собственно говоря, должно было выбить, потому что фитили закидывали. Поэтому, ну, перезаход я пока фундаментально не вижу. Он по таймингу должен был спуститься, протестировать вот эту зону. Но опять-таки ночной памп, наверное, не дал этого сделать в целом по рынку. Сейчас, если обратить внимание по дневке и разрисовать другую структуру по Ripple, то здесь, ну, может, даже не дневка. Сейчас посмотрим. Есть некая линия. Так, сейчас. Опять-таки вот объем, да, баланс не заполнен, поэтому есть шанс, конечно, сорваться туда. Ну, есть некая линия сопротивления, то есть у нас есть более такая уже длительная, да, структура там. Ну, хорошо, вот возьмем здесь больше касаний. То есть мы как бы зажимаемся, да, и в этом смысле тот же Ripple, тут структура-то, ну, чем-то похожа, кстати, по битку я вчера рисовал, да, то есть треугольник, который идет в структуре восходящего тренда, соответственно, он у нас может пробиться в две стороны, естественно. Тут уже надо входить в позицию глобально либо на пробой верхней границы со стопом за нижний край, либо наоборот. Соответственно, как оно будет развиваться, опять-таки будем смотреть в моменте того, куда ведет дальнейший рынок нас, в какие края, поэтому смотрим, наблюдаем. Чилис идет неплохо в рамках прогнозируемой разметки, тут идет пока коррекционная структура АБЦ, в дальнейшем я ожидаю рост пятиволновки, соответственно, ну, Чилис держу, понимаю его структуру. Поэтому монета, в принципе, ведет себя технично.
Ну, про его сказать нечего, да, то есть мы идем в восходящем клине. Когда мы его пробьем, когда мы закрепимся, тогда я буду уже говорить более детально, что с ним происходит. В данный момент времени я вижу, что даже вчера вот мы там пробили его, ну, я уже не давал эти сетапы, потому что было 12 часов ночи. Соответственно, когда мы вывалимся, нарисуем какую-то боковую структуру, тогда нарисуется какой-то уровень, да, так как я вчера давал по ETC, то же самое. Я маркетмейкера поведения понять тоже иногда не могу, поэтому, ну, это и невозможно сделать, поэтому спрогнозировать, куда там пойдем мы в ближайшее время нельзя. Смотрю, также подстраиваюсь под существующий рынок. Ну, памповые истории, Маск, Доги без комментариев. Ну, Доги-то, ладно, он подостыл, а вот Маск пошел дальше, поэтому, конечно, монета в этом смысле, ну, является какой-то памповая история. То есть, ну, я в таких движениях не участвую, понимаю, что это опять-таки какое-то иррациональное поведение. Может быть, она кому-то подарила из вас несколько иксов, но только рад этому, но уже исходя из своего трейдерского опыта, я в такие истории не лезу, потому что, к сожалению, они потом могут точно так же и свалиться вниз, и дальше люди потеряют деньги. Все равно толпу догонят, поверьте на убой, поэтому, ну, как оно будет дальше развиваться, будем смотреть в том моменте времени, который есть. Так, что еще у нас? Матик, да, наверное, Матик тоже там кого-то покромсал, но еще лично у меня стоял стоп, гарантирующий мою прибыль, поэтому я как бы не пострадал. Да, в принципе, на текущий момент времени он, конечно, совершенно уже не интересен стал. Он сломал структуру снижения, да, была памповая история. Вот, наверное, как раз на снижении доминации USDT почему-то решили пройтись по матику, да. Ну, решили, значит решили. Сломали структуру. Сейчас я ее удаляю, объект рисования. Дальше смотрим с дальнейшим формированием, да. Рынок иррационален, он может вести себя так, как ему захочется. Если к этому подключаются большие капиталы, то никто из нас с вами не может предугадать это движение. Ни я, ни вы, ни кто-либо другой. Суши вчера рисовал, ну, по таймингу мы не сошлись, но в целом как бы монета выросла также вместе со всем рынком. Меня тут попросили посмотреть еще монетку ОП. Заранее я этого не делал. Сейчас посмотрим живой график и закончим на этот наш обзор. OP. Так. Что за OP? Что тут сказать? Ну, история монеты, конечно, не сильно густая, да, есть, давайте пройдемся по ней так. Есть некие горизонтальные уровни, да, ну, посмотрим по ценам закрытия, не по фитилям поднятия. Есть поддержка в зоне 0,67 центов, сверху сопротивление 1,4, да, сейчас 1,07. Соответственно, естественно, если говорить о поиске точки входа в начале тренда, то я понимаю одно, что ввиду того, что мы получили импульсную формацию, если перейти на какой-то более короткий там, да, таймфрейм, вот из области 0,67, то выцеливать покупки разумнее, конечно, в этой зоне. Потому что здесь четкий понятный стоп. Ну и какая-то вот лично для меня есть внятность. Опять-таки, если натянуть уровни Фибоначчи, кинуть, ну, я всегда люблю приобретать актив на 61 уровне и на 78. То есть вот эта зона начала импульса, ну, она более интересна в данный момент времени. Да, у нас сформировалась некая поддержка и в зоне, скажем так, сколько там, 97 центов, ну, 96-95. То есть мы опять-таки получили какое-то поступательное движение. Соответственно, если рассматривать краткосрочный лонг, то, конечно, цена может прийти в эту зону, спуститься на нее. Конечно, здесь более комфортный уровень стопа. Если говорить о каком-то лонге, ну и с потенциалом прийти опять-таки в эту зону,
А дальше, померив, скажем так, высоту, допустим, вот этой вот фигуры, которая может образоваться, ну, тогда можно уже планировать какой-то дальнейший рост, опять-таки, к зоне 1.23. То есть в данный момент времени точки входа я по ней не вижу, но по мере формирования какой-то структуры там, да, дальнейшей, тогда можно говорить о том, что можно ее рассматривать, к примеру, в покупке, да. То есть пока вот как бы так. Да, это идет, будет с линии поддержки в какой-то момент времени, но раньше, чем 0.95, я бы, например, в нее бы 0.95, 0.97, я бы, например, покупки по ней бы и не рассматривал. В общем, просмотрел текущую картину по рынку. Дальше предлагаю продолжить общение в телеграм-канале. Есть мысли, вернее, мысли, да, над которыми надо задуматься. Может быть, где-то осмотреться, подумать над своими возможными вероятными ошибки, которые были сделаны, допустим, у кого-то из вас в виде там неприкрытых стопов там, да, и не защиты прибыли. Поэтому, ребята, за этими вещами надо следить очень внимательно. Это ваши деньги, и если есть хорошая прибыль, я всегда пишу о том, что ее надо фиксировать. Тем более, если вы используете плечи. Никогда нельзя жадничать. В общем, все, ребят. Всем хорошего дня, всем пока. Я на связи. Дальше все общение в телеграм-канале. Все, пока.